Пока россияне шлют на фронт зэков и инвалидов, Украина шлет дроны. Но не просто дроны, а такие, что в Кремле на жопе начинают икону писать. Всего за 2 суток Служба безопасности Украины провела 2 такие операции, что даже в Моссаде потом спали с открытыми от удивления глазами. Сначала, не моргнув глазом, вынесли треть стратегической авиации Российской Федерации в прямом эфире из фуры, непосредственно с территории России. А потом добили морально, взорвав опоры Крымского моста, напомнив, что русский мир держится не более чем на ржавом бетоне и шизофрении. И вот пока Минобороны России орет в истерике, что виновные будут найдены, пока зет-военкоры спорят, откуда именно прилетело, а кремлевские старцы снова дрожат над красной кнопкой. Давайте разберемся, что на самом деле произошло. Почему это не менее чем пи***ц стратегического масштаба и что будет дальше. Ну а я рад приветствовать всех на канале «Утилизатор реальности». Здесь у нас нет времени на то, чтобы стонать или плакать. И уж тем более, чтобы играть в политкорректность. Тут называем вещи своими именами, убираем лапшу с ушей и смеемся в лицо любой пропаганде. Если ты с нами, пристегивайся, будет жарко. Поехали. Все началось с фур, обычных, ничем не примечательных грузовиков, которые въехали в Россию. Внутри ни картошка, ни гуманитарка, а небольшой такой рой FPV-дронов. Крыша отъезжает, камера щелкает, дрон вылетает и летит. 700-900 километров. По 3-4 одновременно. Стабильно, точно, бесшумно. Без истерики, без пафоса. Пацаны из СБУ просто написали «Работаем». Целью стали 7 аэродромов в самых неожиданных уголках Российской Федерации. Амурская область, Мурманск, Саратов, Хабаровск, Рязанщина, Иркутск. Прилетела даже в такие жопы, куда даже ебучая российская почта не доезжает. Результат. По данным Forbes, BBC и СБУ, уничтожены или критически повреждены 41 самолет, включая 5 Ту-160, они же «Белый лебедь», хотя теперь уже скорее черная жареная курица, 12 Ту-95 ракетоносцы, 3 А-50 летающий радар, мозг авиации, плюс куча мелочи и инфраструктура. Что по финансам? Потери России от 4 до 7 миллиардов долларов. Украина вложила максимум пару лямов. Для сравнения, это как если бы ты, прихватив коктейль Молотова и бутылку пива, пошел и разъебал Пентагон. Без шума, без пафоса, но так, что там потом неделю собирают челюсти с пола. На одном из видео видно, как FPV-дрон аккуратно заходит на цель. Словно ты играешь в War Thunder, только с одной жизнью. Z-блогеры забывают, мол, этот теракт. А западные СМИ вежливо молчат. Они просто в шоке. Что звучит из России? Будут найдены и наказаны. Это был пожар. Они горели, но не сильно. Все самолеты уже летают. Ну и что-то подобное, заявляли они, стоя над останками фюзеляжа. Но главная реакция – молчание Путина. Полная растерянность. Даже официальные телеканалы сутки не знали, что говорить. Потому что одно дело, когда бахнуло что-то на фронте, и совсем другое, когда захерачили кулак стратегической авиации, точечно, без шума и почти с хирургической точностью. Причем так, что этот кулак теперь максимум годится только для парадов и военных мультиков по «Россия-24». Подрыв опоры Крымского моста. Если обнуление стратегической авиации было мощным ударом под жопу, то удар по Крымскому мосту – это уже удар по яйцам лично Путину и смачный плевок в его сакральный фетиш. Это ведь не просто объект инфраструктуры, это символ аннексии, медийный флагман воссоединения, на который молились с пеной у рта все, от Соловьева в эфире до старух с иконами в Симферополе. 3 июня 2025 года. Ранним утром грохот, дыра, паника. Сначала мутные кадры с камер наблюдения, потом дроны в небе, а уже ближе к полудню СБУ официально говорит: да, это мы. Операция длилась месяцами, работали в команде с ВМС. Ключевое слово – опора. Не дорожное полотно, как раньше, а несущие конструкции. Это уже не повредили движение, это подорвали основу всей конструкции. Один пролет просел, трещины по всей структуре. И даже самым упоротым теперь не предъявить отмазку в духе «КамАЗ сам загорелся». По данным источников, использовано более 1000 килограммов взрывчатки. Частично операция шла со стороны Крыма, что означает глубокое проникновение. Поражена одна из центральных точек крепления конструкции. Итог. Ремонт невозможен без демонтажа части моста. Даже по российским данным. Движение приостановлено, нужно обследование. Решается судьба устойчивости. Инфополе разорвало.
Соловьев орет о теракте и требует ударить по киевским торговым центрам. Захарова говорит, что это усиливает необходимость переговоров. Ага, сука. Особенно, когда мост падает. Z-паблики носятся с фразой «Это уже не шутки». Даже военные эксперты начинают чесать затылки и говорить: Это ведь, если мост неустойчив, то и Крым окажется временно отрезан. и давай скажем честно, это был удар не по логистике, а по сакральному. И удар настолько символичный, что это будто выстрел в лоб портрету Путина в красном углу их коллективного сознания. Все увидели. Да, могут, когда хотят. И главное, это не какая-то абстрактная диверсия. Это публичное заявление. Мы не боимся, мы достаем, и мы не остановимся. Что по ответкам и угрозам? Как только закончились взрывы, началось привычное. Мы вам еще покажем. Только проблема в том, что показать нечего. Самолеты горят, мост трещит, генералитет срет кирпичами. Остается одно – включить режим оскорбленной империи и пугать мир Армагеддоном. Путин молчит. Говорит пока еще, конечно, что-то на экономических форумах, но про паутину ни слова, про мост тоже. Видно, что чел в шоке. Лицо деревянное, риторика заплывшая. Как будто понимает, если начнет угрожать, засмеют, если промолчит, тем более. Официальная риторика. Ответ будет жестким, но взвешенным. Мы усилим ПВО. Размещение ядерного оружия в Беларуси теперь выглядит как оправданная мера. И вот тут началось веселое. Про ядерку. Уже 2 дня, как каждый, кому не лень, наваливает вбросы про возможный симметричный ответ. То ли по Киеву, то ли по центрам принятия решений. Z-паблики повторяют фразу, что удар по Крыму – это красная линия. Некоторые предлагают нанести превентивный удар, желательно по Лондону. По Лондону? Вы там чё, всерьез объебались чем-то? Остальные обсуждают, как выбить деньги из бюджета на антидроновые купола. Но самый сок – это обсуждение на тему, где мы проебали. Почему не заметили фуру с дронами? Как так получилось, что СБУ проводит такие операции в глубине страны? Где были наши А-50? Их что, тоже сожгли? А главное, кто виноват? В ответ – тишина и перекличка крайних. Резюме от России. Это война с НАТО, иначе ж невозможно. Украина сама ничего не может. Но мы победим. Это уже классика жанра. Я вам так скажу. Операции «Паутина» и подрыв опор – это не очередной рейд. Это момент истины. Момент, когда стало ясно – Украина может, Россия не может. Мы координируем операции на расстоянии в 1000 километров. Используем дроны вместо многомиллионных ракет. Бьем точно, четко, в болевые точки. Не на фронте, а в глубине. Подрываем не просто технику. Мы обнуляем легенду о непобедимости. А что они? Считают убытки в миллиардах. Молчат, угрожают, но не отвечают. Глотают удар за ударом, списывая все на недоработки в ПВО. Это уже не история про украинский героизм. Это вход Украины в элиту глобальных мировых спецслужб. Это когда главы Моссада, ЦРУ и Ми-6 смотрят на генерала Малюка и говорят «нихуя себе». Так что пока в Москве крутятся мультики про кинжалом по Лондону, где-то в фуре под Саратовом уже готовится следующий дрон. И не важно, где именно он ударит. Важно то, что каждый удар – это еще один гвоздь в крышку саркофага путинской иллюзии величия. С вами был канал «Утилизатор реальности». Благодарю всех, кто досмотрел до конца. Надеюсь, вам понравилось. И если ты согласен с тем, что такие удары – это лучшее доказательство силы духа и интеллекта Украины, поддержи этот ролик лайком и отправь ссылку на него кому-нибудь из друзей. А еще напиши в комментариях, какая из 2 недавних операций тебя впечатлила больше – паутина или мост. Поделись мнением. Нам важно, чтобы правду слышали. И внутри страны, и за ее пределами. А у меня все. Быть добру.